Ну что, мои друзья, вы собрались у экранов голубых. Ну, наверное, все-таки уже не телевизоров, а гаджетов. И не совсем уже голубых, а многоцветовых. Но для того, чтобы приобщиться к прекрасному. А именно к моему прекрасному словоблудию. Скажем, ролики про говорящую голову продолжаются. И сегодня у нас старая новая тема. На прошлой неделе я вам рассказывал про 10 плюсов. В 45 лет развелся, женился на молодой. Вы набросали много того, чего не было у меня в моем спиче. Сегодня мы поговорим об обратной стороне медали. И она точно есть. И вот она-то как раз найдет поддержку у женщин старшего поколения и, скажем так, в 1,5-2 раза старше, чем те самые 20-летние. Ой, наверное, правду говорят, что все мужики козлы. Ну и, конечно же, у мужчин, которые топят за крепкие семейные традиции и отношения, и ну их нахрен, этих молодых посекушек, которые выжимают все соки, которых и так осталось с гулькин хер. Ну что, друзья мои, как обычно, в конце видеоролика надо будет поставить лайк, подписаться, если ты не подписался. Если тебе ни хрена не понравилось, напиши в комментариях: Женек, полное говно, поставь блюющего смайлика. Все как ты любишь. А если, соответственно, тебе по кайфу, обязательно черкани свое мнение о том, какие еще минусы, которых ты не услышал, есть в этой тематике. Итак, погнали! Ну что, самое очевидное, когда ты берешь ребенка из роддома... А он кто? Пол какой? Да вроде мальчик. Или молодую любовницу, конечно же, она требует внимания и... правильно, вложений тех самых материальных. Васенька, Да, любимая. если ты завтра не купишь мне красный Феррари, то уже послезавтра ты будешь любить свою жену. Продолжим. Итак, первое и самое очевидное, как я сказал, это то, что маленькие по возрасту люди требуют вложений материальных и, конечно же, больших. Нет ничего у них, понимаете, нет, как дети приходят в этот мир с голой попой, и так, собственно говоря, и молодые любовницы зачастую, как правило, и, в общем-то, всегда приходят в этот мир с голой попой, поэтому они требуют вложений, одень, обуй, накорми, машин, квартир, шубы, путешествий и все остальное, это все повиснет на тебе, мой друг, да-да, как же ты хотел, за все, сука, надо платить в этой жизни, да, особенно за любовь молодых девушек. Конечно же, хорошо, когда тебе дают бесплатно, но с годами такая благотворительность становится все реже и реже. Поэтому приготовься, что правильно, раскошелиться. Поэтому, когда заводишь такую пассию, подготавливай себя материально к будущему, чего ж тут говорить. И гони ее работать на 5 работ, чтобы она и тебя старенького потом тоже содержала на пенсии. Да, и что там, ну, Новый год, да, понятно, все хотят дорогие подарки, ну, в общем, вы все это понимаете, да, не будет ходить она с Honor, хрен знает каким, да, или с каким-нибудь шивым Samsung A50 там чего-то, все хотят айфоны, ну, и так далее. Короче, всем все понятно, не будем здесь останавливаться, это явный минус, да, окей. Второе, тоже достаточно очевидная вещь для меня, по крайней мере, ввиду отсутствия опыта. Молодые подруги не умеют сглаживать конфликты, не умеют находить общий язык в момент обострения какого-то, да. Женщины на опыте, они уже понимают, где-то надо остыть, где-то надо там не трогать, где-то, наоборот, надо поговорить. У молодых, к сожалению, этого опыта нет. Поэтому происходит, как правило, полный звездец. Недопонимания какие-то. И это становится в момент, когда понятно, что жизнь не состоит только из прямой, она состоит из кривой, да, есть взлеты и падения, есть, соответственно, минуты радости, есть минуты печали, есть конфликты, их не избежать. И взрослая женщина уже понимает, как этот период конфликтный сократить. Молодая не понимает, и она обижается, как обижаются вот малыши, да.
надувает щечки и ждет, когда ты засыпешь ее ништяками, подарочками, я так понимаю, и еще какими-то историями. Даже тогда, когда она, сука, не права. Минус? Ну, конечно, минус. Для нас-то, стариков, конечно, минус. Третье. Ну, тоже достаточно очевидно. Редко, когда ты возьмешь 20 с небольшим лет девушку с невероятным просто интеллектом, образованием и вообще информацией в голове, с которой просто можно поговорить обо всем. Она поддержит любой разговор, у нее огромный словарный запас, и она прочитала овер до хера книг, и ты такой, ох, вот это просто боги. Конечно, нет. Как правило, ну, туповаты, глуповаты, и это все-таки о грехе молодости, как правило. Ну и есть просто генетически тупые, но зато неплохо справляющиеся с другими обязанностями. Простим им. Четвертое. Понятно всем, что до вас с ней у вас у каждого была своя жизнь. И у тебя сформировался свой круг общения, друзья и так далее, а у нее свой. Так вот, ее круг — это вот как раз 20-летние, я даже не знаю, как их назвать, ну, молодые люди, да, не будем ругаться. И когда ты будешь общаться, когда ты будешь влит в ее компанию, да, вот тебя там познакомят, а это вот Маша, Глаша, это ее Петя, Вася, и ты такой сидишь и думаешь, во-первых, это слушать же все надо, да, то, о чем говорят, и зачастую это все, ну, такое, как в песочницу пришел воспитатель и слушает разговор малышей, да. В общем, тяжеловато будет настроить себя на, ну, как-то отрешиться, да, и внутренне принять, что, ну, вот сейчас будет вот такое, тебе будет, ну, где-то смешно, где-то поплакать придется, да, потому что слушать это все зачастую, конечно, этим самым, господи, как пенопластом по стеклу, да, такое прям кровь из ушей, кровь из глаз. Но, опять же, это вот, и этого тоже не избежать, втягивая ее в свою компанию, хотя ей, возможно, тоже будет неинтересно. Пятое. Ну, блин, для тех, кто любит пожрать, тоже очень очевидный минус. Ну, правильно, конечно. Вряд ли ты возьмешь 20-летнюю, если только не из кулинарного техникума, который уже вот-вот закончит его, которая прям, ну, готовит. Как взрослая женщина, которая с тобой была до этого. Вряд ли. Скорее всего, хрен она чего готовит. И будет скучновато в этом плане. Придется потаскаться по кафешкам, поесть в Макдональдсе, ну и, в общем, понимаете, со всеми вытекающими отсюда. Ну или, как в фильме «Одиноким предоставляется общежитие», жрать омлет, яичницу и опять по кругу омлет, яичницу. Окей. Шестое. Тоже очень очевидное для меня, по крайней мере. Родители. Ну, твои-то, понятно, будут счастливы, если они у тебя еще живы, что ты нашел себе малолеточку. Скорее всего, может и нет, конечно. Но вот ее родители, которые могут быть младше тебя. Я на вашей Левтине жениться задумал. Прошу вашего согласия, дорогой мой Василий Александрович, Марья Петровна. Он жених, Аля. Ему уже на пенсию пора. Ну, не надо преувеличивать. А вот это прям жесть. Они, когда узнают, явно уеют. Это мягко говоря. Хорошо, если ты еще выглядишь, ну, плюс-минус моложе хотя бы лет на пяток. Но когда ты выглядишь, наоборот, постарше, и ты такой весь седовласый пришел, и такой, ну, типа, давайте знакомиться. И они, мы учились в одной школе, только я на 2 года младше вас, блин, да. Теперь ты называешь их мама и папа. Ну, понятно, да, конфликта, скорее всего, не избежать будет. И это, я понимаю, никто бы не хотел себе взять человека старше, блядь, свекрови. Это жестко. Окей. Седьмое. Все мы знаем, что для многих женщин апогеем развития их собственной личности является замужество и рождение ребенка. Так вот, когда молодая девушка закрепится за уже состоявшимся мужчиной, зачастую у нее она останавливается в развитии. Ну, то есть, а чего еще-то? У меня рядом такой вообще чувак, который все мои вопросы заткнет, все решит, скажет, как говорить, где есть, как не есть, что делать, как дышать, как что, все он всему научит, и нахрена мне вообще что-то самой делать. Я вполне себе уже могу нажать на паузу и что? Салоны, Турция, Мальдивы, салоны, Турция, Мальдивы, и вот так по кругу. Ну, если, конечно, у тебя хватит на это бабулек. Угу. Я не про тех, что на лавке. Ну, ты понял, да? Угу. Восьмое. Ну, я не зря начал говорить по поводу
ситуации, что у меня происходит параллель как с маленькими новорожденными детьми, потому что, по сути, очень молоденькая подружка — это еще один ребенок, за которым тебе придется следить. Ну, прям реально. Шапочку надел, покушал, не покушал, по лужам не ходи, в подъезде не кури, там, не веди себя вот так, ты меня позоришь перед людьми, это 100% будет. Да, какие-то глупые шутки-самосмейки, там, в мемах, которые ты не сечешь и так далее. Ну, то есть, испанский стыд за нее ты все равно будешь испытывать в каких-то моментах. Ну, мне, к сожалению, так вот видится, что этого не избежать. 9. Когда большая очень разница в возрасте, а у всех на начальном этапе отношений существует период притирки, вот, когда случаются конфликты, обнажаются какие-то специфические особенности характера и так далее. Так вот, когда большой разрыв, вот этот период притирки, он может нехило удлиниться. Потому что, опять же, ввиду отсутствия опыта у девушки и твоего уже, ну, поймите, у вас поколение разрыв, да, не просто 10 лет, а поколение. Что это значит? Что она могла бы быть твоим ребенком по возрасту. И вот этот разрыв поколения, конечно, он, ну, даст о себе знать в любом случае, когда вы начнете вот проявлять какие-то вещи, которые раньше держали в себе. И это, конечно же, тоже минус, потому что на этом этапе может случиться все, что угодно, вплоть до отскока и типа, да ну его нах, мне это все надо, я, пожалуй, пас. 10. Несмотря на то, что, описывая плюсы, я говорил о том, что с молодыми девушками невероятный будет подъем в плане интима, это же и будет являться минусом. Почему? Опять же, ввиду отсутствия опыта. Ее придется всему научить. Да, она готова к экспериментам, она хочет всегда выносливая, там, напомаженная, наряженная, там и так далее, готова там прыгать на все, что только можно прыгнуть, но ввиду отсутствия опыта придется ее многому и практически всему научить. Она научится, но пройдет опять же время, и этот процесс ляжет на твои, мой друг, плечи. Итак, я надеюсь, я ничего не упустил, но если у вас есть еще что добавить, обязательно нацарапайте это в комментах, мы все почитаем. А может быть, у вас есть уже опыт, не знаю, сердечного приступа после 8-минутного кекса, а не 3-минутного, как раньше, с молодой. В общем, расскажите, поделитесь о наболевшем, возможно, нас это тоже когда-нибудь коснется. Кто-то сейчас подумает: дай бог бы коснулось, а кто-то: да ну его нахрен, я живу со своей в мире и согласии, никому ничего уже давно не нужно, и все у нас хорошо. Пишите, друзья мои, пишите, нравится, не нравится. Ну, а я пойду придумывать, что придумывать, они вон под ногами, как говорится, новые темы, которые обязательно затронем в следующих роликах. А вы, друзья мои, будьте счастливы, неважно с кем, с молодой, старой, одинокие, не знаю, там, может быть, у вас какая-то шведская семья, вас 2, 3, 5. Все равно будьте счастливы, ведь быть счастливым — это обязанность и конечная цель любого живущего на этой планете. Я так думаю. Удачи. Пока-пока.